В материальном мире живое существо переносит свои представления о жизни, подобно тому, как воздух переносит запахи. Так, получив одно материальное тело, оно затем оставляет его, чтобы получить другое. Комментарий. Живое существо названо здесь Ишварой, хозяином собственного тела. По своему желанию оно может получить более совершенное тело или отправиться в низшие формы жизни. Так проявляется дарованная ему частичная независимость. То, каким будет его следующее тело, зависит от него самого. Сознание, которое человек сформировал в этой жизни, в момент смерти перенесет его в новое тело. Если его сознание мало чем отличается от сознания кошек и собак, в своей следующей жизни, он получит тело кошки или собаки. Тот, кому удалось развить в себе божественные качества, в следующей жизни станет полубогом. Если же он обладает сознанием Кришны, то отправится на Кришналоку, в духовный мир, где будет общаться с Кришной. Представление о том, что со смертью нашего тела всему приходит конец, не соответствует действительности. Индивидуальная душа переходит из одного материального тела в другое, и его нынешнее тело, так же как и его деятельность в этой жизни, определяет то, каким будет его следующее тело. Живое существо получает материальное тело определенного вида в зависимости от своей кармы, но в назначенный срок ему придется покинуть это тело. Здесь сказано, что тонкое тело живого существа, в котором заложена концепция его будущего тела, формирует это новое тело в его следующей жизни. Переселение души из одного материального тела в другое, и та борьба, которую она ведет здесь, все это вместе называется каршати, борьбой за существование. Shariram yadavatnoti yatsyapyu kramati shraha hidvaitani samyati avayor ganda ilashaya. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivadanta Swami Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Prasthane Nirvishesha Shunyavadi Pashatane Shukkayane. Here in this verse it mentions that the living entity is the Ishvara. В этом стихе упоминается, что живое существо является Ишварой. But the only thing we're actually controlling is our destiny. Ишвара означает повелитель. Но в действительности единственное, чем мы можем повелевать, это своей судьбой. It is said in the Bhagavad Gita, Karanam karma kartrive hetur prakriti uchite purusha sukha dukhanam goptrive hetur uchite. That the material nature is said to be the cause of all the material causes and effects. Говорится, что материальная природа является причиной любой деятельности и любых следствий. Well, the living entity is said to be the cause of both his happiness and distress. Живое же существо является причиной как своих счастий, так и несчастий. In other words, we ourselves as souls, we have the ability to desire. Другими словами, будучи душой, у нас есть способность желать. When we acquire a particular material body, along with that body come certain desires. И когда мы обретаем новое материальное тело, то вместе с этим телом приходит соответствующее телу желание. The ordinary conditioned soul, he simply goes along with whatever desires were provided for him by his body. И обычное живое существо, живя в своей жизни, вынуждено испытывать только те желания, которые приходят к нему от его тела. But then we have a learning, for instance, when we're just born, our desires are rather limited. Но в любом случае, как только мы родились, эти желания, которые к нам могут прийти, они уже ограничены. Very few people, when they're just born, think of becoming millionaires. Мало кто, родившись, сразу начинает думать о том, чтобы стать миллионером. Even you give a newborn baby $1 million
it would make a much difference to him. И если вы дадите новорожденному ребенку $1 000 000, для него это особой разницы не будет иметь. A newborn baby doesn't know whether he's the king of the whole world or if he's just a beggar in the street. Новорожденный младенец, он не знает, кто он. Царь, повелитель всего мира или просто уличный бродяга. But then he hears from his parents. Но потом от своих родителей он слышит от них. And then he starts developing some idea of what is his world like. И в соответствии с этим у него развивается представление о том, что представляет собой мир, в котором он живет. He learns that if he does certain things, he gets attention. Он начинает узнавать, что если он делает определенные вещи, он получает внимание. Make certain sounds. Для этого нужно издать определенный звук. And he gets some attention. И тогда ему уделят внимание. Therefore, he goes through a process of learning. И вот так он проходит через процесс обучения. And at a certain time, some conception of the world is given to him. So at certain time, he develops some conception of the world. И в какой-то момент у него развивается представление о мире. Here on that body, you're so cute. И говорит, кто ты такой симпатяшечка в таком тельце? So that way he learns, yes, I am the body, I'm so cute. И он начинает думать, да, я это тело, я такой милашка. And then, of course, as we grow up, then we're told if you make money, you're a good person. И потом мы подрастаем, и нам Бог говорит, что если ты зарабатываешь деньги, то ты хороший человек. The aim of life is to become rich and famous. И цель жизни в том, чтобы разбогатеть и стать знаменитым. And this is we develop a certain conception of what the world is and what we're meant to do here. И так у нас развивается понимание, что представляет собой этот мир и чем я должен тут заниматься. Or, as Srila Bhaktivinoda Thakur has said, или как сказал Шрила Бхактивинода Тхакур, by birth everyone in Kali Yuga is born as a Shudra. Что всякий, кто рождается в Кали-югу, он является шудрой. And by education one becomes less than an animal. И получив образование, человек становится еще ниже, чем животное. Because an animal just looks around, here is a cat, looks around, says, here's a mouse. Кошка, она живет, и она думает, где найти мышь, Let me eat it. чтобы съесть ее. He doesn't look around, think, here's a dog, what would a dog taste like? Он не смотрит по сторонам и не думает, о, собака, интересно, какая она на вкус. Here's a giraffe, maybe I should eat a giraffe also. Giraffe. Или вот жираф, может напасть на жирафа и съесть его. No, he simply stays in terms of, he simply sticks to mice, mishka. И нет, его жизнь кошки, она ограничена мышью. Мышкой. But human beings, they're born, they're supposed to eat something. Но и так, когда рождается человек, он тоже что-то должен есть. But then they look around, they see everything is possibly food. И когда он смотрит вокруг себя, он думает, ну, в принципе, все это съедобно. Here is even to the point they think, oh, here is an elephant. Maybe what does he taste like? Вот для того, что, глядя на слона, он может подумать, интересно, а как он на вкус? Last week I ate an alligator. Let's see what an elephant tastes like. В прошлый раз мы крокодила съели, а вот слон, интересно, какой он на вкус? Anything's possible. Возможно, все. Here's my neighbor. I wonder what he would be like between two pieces of bread. Вот сосед рядом со мной живет. А интересно, как он будет между двумя кусочками хлеба на вкус? Because Kali Yuga, everyone looks around, just sees everything as an object of the senses. Потому что в Кали-югу, люди, живущие в Кали-югу, они рассматривают всех и все как объект для удовлетворения своих чувств.
Krishna says, Dayate Vishyam Pumsam. Everyone is looking, trying to figure out what's enjoyable. Кришна говорит, «Дхаяте вишаян пумсам». Глядя на мир, мы смотрим и ищем, чем будет насладиться. Because there's no higher education. Это из-за того, что нет высшего образования. The idea is, Prahladamara said, money sweeter than honey. Прахлад Махарадж говорит, что деньги слаще, чем мед. What? Because a professional soldier, a thief, and a merchant, they'll risk their very dear lives to get some money. Потому что профессиональный солдат, наемник, торговец, soldier, merchant, Professional soldier, a merchant, and a thief. И вор, они рискуют всем ради того, чтобы получить деньги. Because with money you can buy some object. Потому что за деньги можно купить некий объект. Something to eat, Поесть, something to smell, понюхать, something to listen to, послушать. something for the tongue, the belly, the genitals. Что-то, что доставит удовольствие языку, желудку и гениталиям. Because that's seen as the whole object of life. И это воспринимается как вся цель жизни. There is no idea that this world we're supposed to live according to certain principles. И представление о том, что в этом мире нужно жить в соответствии с какими-то принципами, отсутствует напрочь. There's something called karma. Также нет понимания о том, что есть нечто называемое кармой, There's reincarnation. переселением души, There is modes of nature. модусы природы. These are all conceptions that are not taught in the modern society. Все это представления, концепции, которым не учат в современном обществе. They think it's just like a joke. Они думают, это так, шутки, They think развлечения. maybe I can come back as a cat or a dog. Представляете, вот я в следующий раз приду в этот мир и буду кошкой или собакой. They think it's just like a joke. Они думают, это просто повод для шуток. Prabhupada gave a class and said that if you act like a dog, you can become a dog. Шрила Прабхупада в лекции он сказал как-то, если вы ведете себя как собака, вы станете собакой. So one student raised her hand and said, Swamiji, I just want you to know, I don't care if I become a dog. И один студент, он поднял руку, там была лекция для студента, и сказал, Свамиджи, если я стану собакой, нет проблем, я не возражаю. I want to become a dog. Я даже хотел бы стать собакой. So Prabhupada raised his hand Шрила Прабхупада поднял вот так руку, and said, you have my blessings. сказал, прими мои благословения. Because people think it's a joke. Потому что люди, они думают, это просто шутки. Because even the most basic knowledge that Krishna says, Denos minyata dehe kaumaram yovanam jara tata dahantara praptir viryas tatra namuyati. That the embodied soul is continually passing in a body that's going from boyhood to youth to old age. Как элементарное духовное знание, как описывает Кришна в Бхагавад-гите, он говорит, что воплощенная в теле душа, она переходит из тела ребенка в тело юноши. And at the time of death, the soul will enter into another body. И затем с тела старика, и в момент смерти она переходит в следующее тело. A self-realized person, he's not bewildered by all these different changes. И душу, осознавшую себя, не сбивают с толку все эти перемены. So an actual learned person is called a dhira. Поэтому человека, который в действительности учен, его называют dhira. One who doesn't identify himself with all these bodily changes. Это тот, кто не отождествляет себя со всеми переменами, происходящими с телом. But you go to the best universities in the world, Но если вы отправитесь в самый лучший университет в мире and you ask the university professor there, и обратитесь к университетскому профессору, my dear learned professor, who are you? вы спросите его, мой дорогой ученый профессор, кто вы? He'll say, I am professor so-and-so. Он скажет, я профессор такой-то, такой-то. But sir, you're in the most advanced university, Harvard University. Я работаю в самом таком замечательном университете в Гарварде. You're a famous professor. Знаменитый профессор.
Don't you realize you're not your body? Но вы знаменитый профессор, но при этом разве вы не понимаете, что вы отличное He'll тело? become insulted. И если вы ему скажете так, How это dare you оскорбит say I'm его. not my body? Как смеете вы говорить, что я не тело? How dare you say my body's changing? Как вы смеете говорить о том, что мое тело меняется? I'm always the same person. Я всегда та же личность. I'm professor so-and-so. Я профессор такой-то, такой-то. And if you go to a cow and you say, my dear cow, do you know you're not your body? И если вы подойдете к корове и скажете, дорогая корова, знаешь ли ты, что ты не тело? He'll go, moo, moo. Она вот так вот ответит. He'll give you the same answer as the most learned professor will give you. Она вам даст тот же самый ответ, который вам дал наиболее ученый профессор. So what's the difference between the learned professor and the cow? И какова же тогда разница между ученым профессором и коровой? What's the difference? The cow speaks less nonsense. Разница в том, что когда корова говорит, она говорит меньше вздора. But they have exactly the same idea about life. Но представления жизни у нее такие же. That life is meant for eating, it's meant for sleeping, it's meant for defending and mating. Моя жизнь, она предназначена для того, чтобы есть, спать, обороняться и совокупляться. And that we all are the body, there's no such thing as reincarnation. И поскольку все мы тела, мы являемся телами, то такой вещи, как переселение души, просто не существует. There's no karma. Нет кармы. You simply make money and look around and see what to buy. Ты просто заработай побольше денег и смотри по сторонам, чего бы прикупить. In other words, there's no religion, there's no liberation, there's only economic development for one's sense gratification. Поэтому нет ни религии, нет освобождения, есть просто экономическое развитие ради наслаждения чувств. But unless there is actual real dharma, unless there is the attempt for liberation from the bodily concept of life, Но до тех пор, пока нету подлинной дхармы, пока нету стремления освободиться с телесного представления о жизни, then there is no human life. It is simply another version of the animal life. до тех пор нету подлинной человеческой жизни. Есть просто вариация на тему животной жизни. But people are not interested in liberation. They want to become first-class animals. А люди, они не стремятся к освобождению, они хотят стать самыми первоклассными животными. Just like sometimes you find dogs. Как, например, можно найти собаку, They're just ordinary dogs roaming the street. обычная собака, которая бродит по улице. And they're dirty, they have to eat out of the garbage. Она грязная, она ест с помойки. People throw stones at them. Люди в нее камнями бросаются. But then you have first-class dog. Но потом вы встречаете первоклассную собаку высшего уровня. It's a poodle. Пудель. It has its hair made up in a beauty parlor. У него очень красивая прическа, It's wearing a very beautiful dog collar. окрашена в такой очень модный цвет, собачий цвет. It has curlers and it has ribbons in its hair. It has ribbons in its hair. И у нее такие курчавые волосы. We think, oh, what a beautiful dog. И глядя на нее, мы думаем, какая красивая собака. I'd like to be a dog like that. Хотел бы я быть такой собакой. So they think, yes, this dog is beautiful, it's so fortunate. И люди думают, это красивая собака, насколько ей повезло, насколько она удачлива. So in my society, people want to become fortunate like a dog. И поэтому в современном обществе люди тоже хотят быть удачливыми, как собака. Live in a nice dog house. Жить в хорошей собачьей, Go to a dog beauty parlor. в собачьем доме, иметь стрижку, завивку, Have people pet it all the time. чтобы тебя по головке с ними Good dog, good dog. Какая хорошая собака. They think, oh, this is very nice, this is very fortunate. И глядя на это, люди думают, как же ей повезло, как он счастлив. And the dog, it licks its behind, cleaning itself. И собаке даже ей не надо за собой даже убирать. And then comes up to its master. Это обязанность его хозяина. And licks the master on the face. Ему надо просто лизнуть хозяина в щеку. The master says, oh, she loves me. И хозяин говорит, как она меня любит.
and he licks the dog. И он тоже лижет собаку в ответ. So this is modern society. There's no knowledge, there's no liberation, there's nothing. There's only economic development, somehow or another get money and try to enjoy the senses. Вот такова современная цивилизация. Здесь нет освобождения, здесь нет возвышения духовного знания, есть просто экономическое развитие и стремление удовлетворять свои чувства. Therefore, Krishna says, "Anye tvevama jananta shutyanye vyakupastate." It's 13:26. Tesha anye tvevama jananta shutyanye vyakupastate te pichat tranteva mrityum shuti parayana. There are others, although they're not conversant with spiritual knowledge, begin to worship the Supreme Lord without hearing about Him from others. Because of their tendency to hear from authorities, they also transcend the path of birth and death. Это стих из Бхагавад-гиты 13:26. Есть и такие, кто, не обладая духовным знанием, тем не менее начинают поклоняться Богу, Верховной Личности, услышав о Нем от других. Благодаря своей склонности слушать авторитетных наставников, они также разрывают круг рождений и смертей. So we should know that at every moment we're preparing our body, ourselves for our next body. Мы должны знать, что мы должны быть готовы в любую минуту перейти в новое тело. Everything we do, everything we think about, everything we say prepares ourselves for getting our next body. Мы должны понимать, что все, что мы делаем, все, что мы говорим, все, что мы думаем, делаем, все это подготавливает нас к следующему воплощению. Either we'll become an animal in our next lifetime, Станем ли мы животным в следующей жизни? or maybe even lower than an animal, Или даже ниже, чем животное? or we'll become a human being, Или станем человеком? or a demigod, Или полубогом? or if we're very fortunate, we can go back to the spiritual world. Или же, если нам очень повезет, мы можем отправиться в духовный мир. It simply depends upon what we want to do. Это все зависит от того, чем мы хотим заниматься. Mostly the advertisements are be a dog. И самая популярная реклама – это реклама того, как стать собакой. Modern society is expert at training people to become dogs. Современная цивилизация искусно обучает людей тому, как стать собаками. Modern education, modern advertisement, modern everything is more or less training people to become a dog, if not lower than a dog. Современное обучение, современная реклама, вся современная жизнь, она обучает тому, как стать собакой, может быть, даже и ниже собаки. And if someone is preaching or teaching how to become a human being, people think, oh, this is old-fashioned. И если кто-то обучает или проповедует тому, как стать по-настоящему человеком, люди думают, ну, это устарело уже все. This is, this is from primitive history. Это старомодно, это примитивная When we were история. cavemen, Это еще с тех пор, когда people used to think like that. мы были пещерными людьми. Matrivat paradareshu paradvareshu lostravat atmavat paradareshu Matrivat paradareshu paradvareshu lostrava atmavat sarabhuteshu yapashiti sapanditaha. That to think that everyone's property is their property. Видение, которое... Everyone, whatever property they have, it belongs to them. To them, whoever has the property. Понимание того, что имущество человека принадлежит самому человеку. To respect other people's property. Означает уважать собственность других людей. That to look at other people's property just like garbage in the street. То есть смотреть в наших глазах собственность других должна быть настолько же незначительной, не имеющей для нас интереса, как мусор, лежащий на улице. If someone finds garbage in the street, they don't think, oh, well, let me take this garbage and bring it home with me. Если кто-то находит на улице мусор, он не думает, а давай-ка я заберу этот мусор к себе домой. No one's looking, let me grab it and take it with me. Никто не думает, так надо взять побольше с собой и отнести домой. They know it's garbage.
Смотрим на мусор, думаем, ой, фу, мусор. But so look at other people's properties like garbage in the street. Это означает, что также мы должны смотреть на собственность других. Instead of now, it's the give and take philosophy. Это противоречит философии, в которой мы думаем только о том, чтобы брать. You give to me, Ты дашь мне, and I take from you. а я возьму у тебя. That's called give and take. Это называется философия «ты мне, я тебе». Understand? Понимаете, да? То есть, No, do you understand? Yeah. You give me, I'm taking from you. Yeah. Not mutual, but in Yeah. one way. То есть не так, что ты даешь мне, я даю тебе, а ты даешь мне, а я беру у тебя. Понимаете? То есть это исключительно в одну сторону работает. В сторону я получаю. And to see every lady, every woman, except for one's mother, to be just, except for one's wife, to be just like one's mother. Второй момент означает, что глядя на любую женщину, которая не является моей женой, я должен относиться к ней так, как к своей матери. I don't think that's what they teach in school. Я не думаю, что этому учат в школах. Isn't that right? They teach to see every lady to just be like your wife. Наоборот, сейчас учат смотреть на каждую женщину, как на свою жену. And maybe your mother also. Ну, может быть, и мать тоже. Modern society is more or less, everyone is equal. В современном обществе все равны более-менее. An equal opportunity to become a victim for my sense gratification. То есть у всех все равны, у всех есть равная возможность стать жертвой моего желания наслаждать чувства. I meet with you. Я буду с тобой. It's love. Это любовь. You get pregnant. Ты забеременеешь. We shake hands. Мы пожмем друг другу руки. Udachi. Пожелаем удачи. Till next year we'll see. Увидимся в следующем году. So this is more or less modern society. Вот так выглядит современное общество. And as far as all living entities being just like oneself, И следующее, мы должны смотреть, относиться к другим живым существам так же, как к самому себе. we think everyone is really here just meant to serve me. Мы, глядя на других, мы думаем, что все люди предназначены для того, чтобы служить мне. If someone wants to serve me, they have some value in this world. И если кто-то будет служить мне, ну тогда у этого человека есть, он ценен. Otherwise, they're useless. А в противном случае он бесполезен. So this is modern culture. Такова современная культура. But this is actually not even human culture. Но в действительности это даже не соответствует нормам человеческой культуры. But if people are told you're not supposed to take from others, if people are told you're not supposed to try to steal from others. Например, люди говорят, что ты не должен воровать у других. Just like nowadays, everyone goes to school to become a businessman. Сейчас каждый идет учиться для того, чтобы стать бизнесменом. Businessman means how to cheat others. Бизнес означает, быть бизнесменом означает уметь обманывать других. How to take this piece of paper, how to take this little computer. Так, взять этот небольшой компьютер. Cost me, $100 to make. Чтобы произвести его, потребуется $100. And then convince you it's worth 1,000. Но они будут убеждать вас, что он стоит 1000. So I work 5 minutes to make the computer. У меня ушло 5 минут на то, чтобы сделать. And you work 3 months to buy it. А у вас уйдет 3 месяца на то, чтобы купить его. And you're thinking you're getting a good deal. И при этом вы будете уверены в том, что вам очень повезло, сделка была удачной. That's called business. Вот это называется бизнес. And everything is romantic nowadays. И также сейчас людям присуще настроение романтичности. Without romance, you can't even sell soap. Без романса, без такого романа, вы не сможете продать даже суп. Мыло. Мыло. Не сможете продать мыло. Toothpaste, soap, everything is sold. There's some handsome man and some beautiful woman. Что бы ни продавалось, зубная паста или
кусок мыла, везде изображены красивые мужчины и женщины. First they kiss the soap. They kiss the soap. И сначала они целуют это And then мыло, they kiss each other. и потом они целуются друг с другом. So their kiss is clean. Это для того, чтобы поцелуй он был чист. So everything is romantic nowadays. Все так романтично в наше время. Everything is how to steal from others. Каждый хочет украсть что-то у ближнего. And think I'm good, everyone else is bad. И думает, я хороший, все остальные негодяи. Whatever we do is good, whatever other people do is bad. Все, что я делаю, это хорошо, а то, что делают другие, это просто ужасно. Just like in South Africa, some natives have the philosophy. Как в Южной Африке у людей есть такая философия. That if you're alive, you're a good person. Если ты жив, то ты хороший человек. And if you're dead, you're a bad person. А если ты умер, ты плохой человек. So I killed you. Поэтому я убью тебя. You're dead. Ты мертв. You're a bad person. Ты плохой человек. But because I'm alive, А поскольку я I'm a выжил, good person. я хороший. So it's good that this good person killed the bad person. И поэтому хорошо, когда хорошие люди убивают плохих людей. So we're a powerful country. Мы могущественная страна. We're a good country. Мы хорошая страна. You're a little country. А вы маленькая страна. If we kill you, you're bad. И если мы убьем тебя, то это означает, что ты просто But плохой. because we're alive, because we could kill you, we're good. А поскольку мы при этом выжили, мы стали живы, мы, естественно, становимся хорошими. And anyone who protests, И всякие, кто будет протестовать, they're bad. они плохие. So we kill them. И поэтому мы их убьем. And they become bad. И они станут плохими, мертвыми. So this is more or less than human life. И в действительности все это не тянет даже на уровень человеческой жизни. So even if we just want to become back as a human being, we have to live like human beings. Поэтому, если мы хотим в следующий раз родиться как человек, то нам надо вести себя как человек. What to speak of a demigod? Что говорить о том, чтобы достичь высших планет и стать полубогом? What to speak of going back to the spiritual world? Что же говорить о том, чтобы достичь духовного мира? Therefore, Krishna says, if we hear from the authorities, then we have to try to change our vision. И поэтому Кришна говорит, что если мы слушаем авторитетных личностей, мы должны попытаться изменить свое мировоззрение. Not that I want to be happy, let me look around. What will make me happy here? Не так, что я хочу быть счастлив, нужно осмотреться по сторонам и посмотреть, что сделает меня счастливым. Let me shop the stores, look for something to satisfy my tongue. Let me look at all the different bakeries and the stores, get something for my tongue. А не так, что нужно пройтись по магазинам и посмотреть что-нибудь вкусненькое, чтобы удовлетворить язык. Let me watch all the ladies passing by in the street. Буду разглядывать всех проходящих мимо меня девушек. Think, oh, there is a one. Try for that one. No, that one. That one. Вот это она, не-не-не, вот та еще лучше. There's Juliet. Вот она, Джульетта. Or there's Romeo. А вот он, Ромео. There's Tarzan. А вот Тарзан. Oh, Jane. А вот Джейн. No, one has to learn how to look around and see things from a different point of view. Нет, необходимо научиться видеть вещи под другим углом, в другой перспективе. That here's Krishna's servant. Он слуга Кришны. Here is Krishna's servant. И вот он тоже слуга Кришны. Just like I gave the example before. A man's walking down the street and he sees a beautiful woman. Как вот я приводил пример, мужчина идет по улице и видит красивую женщину. And the mind says, go get her. И его ум говорит, иди познакомься с ней. But the mind, the intelligence says, don't try to get her. She has a dot on her forehead and she has this big man next to her. Но разум говорит, не подходи к ней, посмотри, у нее здесь такая точечка, что означает, что она замужем. И рядом с ней здоровенный мужик. She might be married.
Может быть, она замужем. And the mind senses say, oh, don't listen to that stupid intelligence. А ум и чувства говорят, да ладно, не слушай этот глупый разум. It's always preaching some philosophy Он всегда тут какую-то from some past life. философию нам дает с прошлого века. Don't listen to it, it's just primitive. Не слушай его, это примитивно. Everyone knows what we learned in school. А все знают, и мы учили это в школе. The golden rule. Золотое правило. You know the golden rule? Знаете золотое правило? He who has gold, they rule. Правит те, у кого есть золото. Золотое правило означает правит тот, у кого есть You've heard of золото. the golden rule before? Вы не слышали об этом золотом правиле? In the Bible they have the golden rule. В Библии упоминается золотое правило. Do unto others as you would have them do unto you. Там оно звучит как «поступай с другими так, как ты хочешь, чтобы с тобой обращались». They don't call that the golden rule here? Но здесь не называют это золотым правилом. No? Нет? They don't teach Christianity here? Здесь не проповедуют христианство. Well, anyhow, nowadays the golden rule is who has gold, they rule. Но так или иначе, в наше время это правило звучит так: правит тот, власть принадлежит тому, у кого есть золото. So people are thinking, yes, forget about all this, morality, all this so-called superstition about religion. Люди говорят, что да ладно, давайте забудем о всей этой морали, о всех этих религиях. If it feels good, then go for it. Если тебе это нравится, давай, вперед. But don't get caught. Вот. Try not to get caught. Делай все, что хочешь, но главное, чтобы тебя не поймали. So the soul, if it has some intelligence, Поэтому, если у человека есть разум, it thinks about why maybe I should not do it. он начнет думать, может быть, не надо этого делать. But the soul has no intelligence. It says, my dear intelligence, just think of a way to meet the girl. Think of a way to meet that woman. И так душа, поскольку у нее, она обращается к разуму, и она говорит, пожалуйста, найди какой-то способ, чтобы познакомиться с той девушкой. So the intelligence tells the mind and the senses, write her a letter. И тогда разум советует уму и чувствам, напиши ей письмо. Tell her she's the most beautiful woman you've seen. Напиши ей, что она самая прекрасная девушка, которую я вообще видел в жизни. And then put in very small letters, in the last 2 weeks. И внизу такой сделаю переписочку за последние 2 недели. Tell her you're madly in love with her. Скажи ей, что ты безумно влюблен в нее. You'll give her the sun. Ты подаришь ей сына. You'll give her the moon. И луну. And if she's nice to you, you'll even give her a few extra stars. И если она очень понравится тебе, то ты даже ей еще вдобавок еще несколько звезд подаришь. Tell her to meet you at such and such place at such and such time. Скажи ей, что мы встретимся вот в том-то месте в такое-то время. But don't sign the letter. Но не подписывайся под письмом. Because that man next to her, Потому что тот мужик рядом с ней who might be her husband, может оказаться ее мужем. he's twice as big as you are. И он в 2 раза больше, чем я. But if one is a little intelligent, Но если у человека хоть немного есть разум, one will realize that actually I'm not here to enjoy the woman. I'm not here to enjoy the woman. тогда он поймет, что я здесь не для того, чтобы наслаждаться этой женщиной. Instead, I should take a Krishna book and try to sell the man and woman the Krishna book. И вместо того, чтобы наслаждаться этой женщиной, должен взять книгу о Кришне и попытаться продать этой паре книгу о Кришне. So that's a different vision. Таково совершенно иное видение. Instead of trying to exploit the man and the woman, one is trying to give them Krishna.
Вместо того, чтобы попытаться получить что-то от этой мужчины, этой женщины, попытаться вместо этого дать им Кришну. So unless we see the world as belonging to Krishna, До тех пор, пока мы не сможем научиться видеть мир как принадлежащий Кришне, unless we see the world as meant for Krishna's service, пока мы не увидим, что весь мир предназначен для служения Кришне, unless we see all living entities as Krishna's servants, пока мы не увидим всех живых существ как слуг Кришны, we'll look around in the world either to try to exploit the material world, то, глядя на этот мир, мы будем стремиться либо наслаждаться им, or we may even see the world according to certain principles. или же мы будем видеть этот мир в соответствии с какими-то принципами. But in this age, these principles are considered to be old-fashioned. Но в наше время, в современную эпоху, все принципы, такие мировоззренческие, считаются старомодными, And устаревшими. every succeeding generation is given less and less of these principles. И каждое последующее поколение получает все меньше и меньше этих принципов жизни. And flooded more and more with simply unalloyed, uninterrupted sense gratification. И все больше и больше получают беспримесного, непрерывного чувственного наслаждения. Without any conception of any higher principles of life. Без какого-либо представления о том, что в жизни существуют какие-то высшие принципы. Therefore, we should hear from Bhagavad Gita regularly. Поэтому нам необходимо регулярно слушать Бхагавад-гиту. And if we really want to do people a favor, we should explain to them the basic principles of Bhagavad Gita. И если мы хотим как-то оказать людям, принести людям какую-то пользу, мы должны рассказать о основополагающих принципах Бхагавад-гиты. How every moment we're looking around in this world. Как в любую секунду своей жизни мы должны смотреть на этот мир. And at every moment, unless we learn to see the world as belonging to Krishna, Если мы не научились видеть этот мир как принадлежащий Кришне, unless we look at the world as an opportunity to serve Krishna, пока мы не видим этот мир как возможность что-то сделать, служить Кришне, unless we see every living entity's interest is to become Krishna conscious, пока мы не видим, что интерес каждого живого существа в том, чтобы стать сознающим Кришной, we'll get caught up in the illusory world around us. мы будем Well, пойманы, we get caught up in an illusory conception of the world around us. мы будем пойманы в ловушку иллюзорного представления о мире, который окружает нас. And we'll become entangled in so many different activities, И мы попадаем в рабство всевозможной деятельности, which are just dragging our consciousness down to the lowest level of material existence. которая просто тянет стаскивает наше сознание в самые низшие формы существования. Kali Yuga is meant to drag people down to the lowest species of life. Кали-юга предназначена стащить сознание живых существ в самые низшие формы жизни. Kali, the Lord of the Kali Yuga, Кали – это повелитель Кали-юги. he's more or less recruiting everyone to become an ant or lower. Он пытается как бы вовлечь каждого в то, чтобы каждый стал муравьем, может быть даже и ниже. Only Chaitanya Mahaprabhu's movement is the opportunity to rise above the influence of Kali Yuga. И превзойти это влияние Кали-юги позволяет только движение Господа Чайтаньи Махапрабху. So if we accept the principles of Bhagavad Gita, then we can actually chant Hare Krishna. И если мы примем принципы Бхагавад-гиты, тогда мы сможем по-настоящему воспевать Харе Кришна. With actual some feeling and attention. С подлинным чувством и вниманием. Then we'll accept this world as actually is meant to be utilized for Krishna. И тогда мы воспримем этот мир как то, что предназначено быть занятым в служении Кришне. Then we can do good for ourselves. И тогда мы сможем получить благо сами. And we can know how to do good for others too. И мы будем знать, как даровать благо другим. So, спасибо. Спасибо. Yes, leave up. Вишнуджаной Свами, how did they inspire you? Well, generally we should ask questions about the class first. Но обычно сначала
задают вопросы на тему Or else we'll лекции. just forget about what the class was all. Или вы уже забыли, о чем лекция была. Every devotee should be inspiring to us. Every devotee. Should be inspiring. Yeah. То есть, на самом деле, каждый преданный должен служить для нас источником According вдохновения. to how much they're rendering, how consistently and how enthusiastically they're rendering service. В соответствии с тем, насколько стабильно и насколько энтузиастично он занят своим служением. There are so many nice devotees in our society. В нашем обществе есть так много замечательных преданных. Any other questions? Еще какие-то вопросы? По поводу традиций. Вы сказали, что только движение Господа Чайтаньи может возвысить нас и привести в духовный мир. Как по-вашему, другие традиции могут способствовать возвращению к Богу? They can help us. Да, другие традиции тоже могут They're помочь. supposed to help us. Они для этого и предназначены. And they'll help us as much as they appreciate Chaitanya Mahaprabhu's mission. И они будут настолько способны помочь нам вернуться обратно к Богу, насколько они смогут по достоинству оценить движение Господа Чайтаньи. Generally, religion is supposed to accept that everything belongs to God. Обычно, в целом, религия должна учить тому, что все принадлежит Богу. And that everything is meant for God's pleasure. И поэтому все, что есть в этом мире, предназначено для удовлетворения And that Бога. everyone is a servant of God. И каждый в этом мире является слугой Бога. We should help everyone become God conscious. И поэтому мы должны помочь каждому человеку стать сознающим Бога. So that's actually real religion. Вот это определение истинной религии. To find out what the laws of God are and to follow them. Другими словами, это означает понять, каковы законы Бога и исследовать этим законам. And if they do that, then Chaitanya Mahaprabhu can tell them who God is. И если религиозная традиция делает это, то Господь Чайтанья объяснит им, кто является Богом. And the different ways of serving Him. И расскажет о различных способах служить Ему. So if there's a real religion, they'll appreciate what we're doing. Поэтому любая истинная религия оценит по достоинству то, что мы с вами делаем. Principles of religion are universal. Религиозные принципы универсальны. Even the very basic principles like mercy, austerity, cleanliness, and truthfulness. Даже такие, например, такие основополагающие принципы религии, как милосердие, чистота, аскетизм и правдивость. So if there is a religion actually teaching how to be clean, how to be merciful, how to be truthful, how to be austere. Поэтому религия, она должна учить тому, как быть чистым, как быть милосердным, как быть аскетичным и правдивым. Then they'll be able to appreciate the philosophy that Chaitanya Mahaprabhu has given. И если религия действительно учит этим вещам, тогда они смогут по достоинству оценить то, что дает Господь Чайтанья. Подскажите, пожалуйста, наиболее эффективные способы для контроля ума, как вы сказали в лекции, контролировать язык, желудок и гениталии. Как это можно максимально эффективно сделать? What is the most efficient method to control mind? Chant Hare Krishna. Можно не переводить, да? То есть самый лучший способ контролировать ум — повторять Харе Кришна. And listen. И слушать. Chant to Shrimati Radharani, chant to Krishna. Воспевайте и обращайтесь к Шримати Радхарани, Кришне. Happily. Будучи счастливым. Lovingly. С любовью. And listen. И слушайте. And become detached from the mind. И обретите способность отстраниться от деятельности ума. Don't take it seriously. Не принимать его предложения всерьез. So to do that, we have to study Bhagavad Gita.
И чтобы сделать это, нам необходимо изучать Srimad Бхагавад-гиту. Bhagavatam. Шримад Бхагаватам. Preach the message of Chaitanya Mahaprabhu. Проповедовать послание Господа Do Чайтаньи some Махапрабху. service. Заниматься служением. And then we'll be prepared to chant Hare Krishna nicely. И вот тогда мы будем подготовлены к тому, чтобы должным образом повторять Хари Кришна. But if throughout the day our minds are wandering everywhere, Однако же в течение дня наш ум слоняется повсюду, trying to find something for our senses, пытаясь найти что-то для удовлетворения наших чувств. then when we sit down and try and chant Hare Krishna, И потом мы сядем, будем пытаться повторять Хари we'll simply Кришна. remember all the things we were looking for our senses. И когда мы станем это делать, то в нашем уме по-прежнему будут проноситься все те объекты, которыми мы хотели наслаждаться. Instead of paying attention to Krishna, we'll remember all our material desires. И вместо того, чтобы уделить внимание Кришне, у нас в голове будут крутиться все наши материальные желания. So we chant Hare Krishna nicely. Но мы должны хорошо повторять Хари Кришна. We should become inspired to spread Krishna consciousness. Тогда мы будем готовы, у нас будет вдохновение распространять сознание Кришны And to serve Krishna. и служить Кришне. So we're serving Krishna and trying to help Chaitanya Mahaprabhu's movement. Поэтому мы служим Кришне и пытаемся помогать движению Чайтаньи Then we'll be able Махапрабху. to chant Hare Krishna nicely. И от этого мы станем способны хорошо повторять Хари Кришна. Sure. И еще какие-то вопросы? Да. Хотел спросить, теоретически я понимаю, что обида это, конечно, плохо, что она разжигает там внутри какой-то огонь, но контролировать, то есть механизм, как он работает и как с ним обходиться, мне непонятно. Можно как-то объяснить? Механизм того, как Контролировать гнев, внутри себя обиду эту. have some theoretical understanding that when I feel myself offended, this is not good, but how to practically apply this, how to control this feeling when I'm offended. Who are you? Кто? А кто вы? Who are you? Кто вы? Are you a body? Вы тело? Что думаешь? Что думаешь? Тело, ума? Телом себя. I feel that I'm body. Well, that's why you feel offended. Вот поэтому вы чувствуете обиду. От того, что чувствуете себя телом. Therefore, you have to read Bhagavad Gita Читайте Бхагавад-гиту, to understand that we're not the body. чтобы понять, что я не тело. We're the soul within the body. Я душа, пребывающая в теле. Just like if you took off your shirt, Как, например, вы сняли с себя рубашку, and someone said, "Oh, your shirt looks dirty." кто-то говорит: о, у тебя такая грязная рубашка. Would you feel offended? Вы чувствуете себя оскорбленным? Anyhow, we feel less offended Ну, по крайней мере, если чувствуем себя оскорбленным, то не настолько. because we know we're not the shirt. Потому что я-то знаю, что я не рубашка. So if we know we're not the body, then we won't feel offended at the bodies. Поэтому, если я знаю, что я не тело, человек должен чувствовать себя оскорбленным, если оскорбляет тело. We've had so many bodies. У вас столько тел разных было. So when you leave your body, И когда вы оставляете тело, and your body's, being burnt, и тело сжигают, and someone comes along and says, "He looks like a bunch of ashes." и кто-то, проходя мимо, говорит: просто какая-то куча пепла. Will you feel offended? Вы чувствуете себя оскорбленным? But that's what's going to happen to the body. Вот именно это и произойдет с телом. It gets eaten, it'll be burnt and turn into ashes. Потому что либо его сожгут, и оно превратится в пепел, Or the insects will eat it
Или насекомые съедят его. Or if it's thrown to the vultures, it'll become stool. Или если это тело скормят стервятником, оно превратится в испражнение. So you're going to feel offended if they say, oh, he's just become a bunch of ashes. Вас оскорбляют такие перспективы стать кучкой пепла? So it's due to our false ego. Это в результате нашего ложного эго. But it's a false ego. Это из-за ложного эго. So the only solution is to get a real ego. Поэтому единственное избавление в том, чтобы обрести настоящее эго. That I belong to Krishna. Настоящее я. The body also belongs to Krishna. И тело принадлежит Кришне. And I simply want to utilize it the best I can for Krishna. И я просто хочу использовать это тело по максимуму для Кришны. And whatever good or bad happens, that's up to Krishna. А будет происходить что-то плохое или хорошее, это уже от But Кришны. I'm simply desiring to please Krishna. Я же просто стремлюсь к тому, чтобы удовлетворить That's the Кришну. only thing I can do that's good for me or good for anyone else. Это единственное, к чему я стремлюсь, и это хорошо для меня, и это хорошо для других. Everything else is not very important. А все остальное не так важно. Someone may love my body, Кто-то может любить это someone may тело, not love my body. кто-то может не But the любить. important thing is whether I love Krishna. Но это не важно. Важно, люблю ли я Кришну. If I'm doing something to please Krishna. Делаю ли я что-то, чтобы доставить If удовольствие Krishna is Кришне? pleased, then my life is successful. Если Кришна удовлетворен, моя жизнь If someone else is достигнет pleased or успеха. they're not pleased, it won't be very important unless Krishna is pleased. Удовлетворен ли кто-то, удовлетворен ли я, это не так важно до тех пор. Главное, чтобы был Кришна удовлетворен. Да? Да? Anyhow, we're attached to the body, and the body will always give us problems. Если мы привязаны к телу, тело постоянно будет подкидывать нам какие-то This body we неприятности. love so much. Мы так любим это тело, It's going to go old. но это тело будет стареть, It's going to become diseased. оно будет болеть, Eventually, it kicks us out. и в конце концов это тело вышвырнет нас из But себя, we love it so much. а мы его так любили. So we love the body so much, but when it comes time to serve Krishna, we're not so enthusiastic. Мы так любим свое тело, но когда выпадает возможность послужить Кришне, мы уже не настолько энтузиастичны. Yes. Yeah. Скажите, пожалуйста, а какие рекомендуется выполнять аскезы для уменьшения ложного эго в наше время? Вот старайтесь, что perform to decrease our false ego. Decrease. Well, the process given by Srila Prabhupada. Это тот процесс, который дал нам Шрила Прабхупада. The main austerity is to chant and listen. Самая главная аскеза – это воспевать Святое Имя и слушать. To give up all these false desires we have. Оставить, отбросить все те ложные желания, которые у нас есть. That's an austerity enough. Вот этой аскезы нам хватит. So a little at a time, we have to chant a certain number of rounds a day. А мы должны воспевать определенное фиксированное число кругов каждый день. How many here are chanting japa every day? Кто из вас, сидящих в аудитории, каждый день повторяет джапу? Yeah, so we have to regularly chant japa. Вот поэтому нужно регулярно повторять джапу And we have to do a little service. и делать посильное служение, Try and wake up a certain time during the day, in the morning. стараться просыпаться утром в определенное время, Hear something about Krishna every day. что-то слушать о Кришне каждый день, Worship the deities. поклоняться божествам, Do some service for Chaitanya Mahaprabhu's movement. помогать служению Чайтаньи Махапрабху. That's the main austerity in this age. В этот век это самая главная аскеза. Dancing, Танцевать, chanting, воспевать and feasting. и пировать. That's our main austerity. Вот это наша главная аскеза.
Anything else? Еще какие-то вопросы? Спасибо. Грантарaj Bhagavad Gita ki jai. Prabhupada ki jai. Gaur Premanande.